Привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу предложить вам связать очень простой узор, который формируется всего лишь в одном ряду, но выглядит стильно и красиво. Таким узором связан этот кардиган, но он подойдет и для вязания жилетов, маек, топов, футболок, палантинов, носков, то есть многих и многих изделий. Вот так выглядит образец этого узора, который я вязала из чистого хлопка на спицах 4,5 мм. Лицевая сторона узора слегка выпуклая, рельефная. Изнаночная сторона узора совершенно гладкая, приятная к телу. При вязании сверху узор выглядит точно так же, как и при вязании снизу. А теперь давайте вместе свяжем образец этого узора. Друзья, перед вами схема узора. Раппорт узора в ряду состоит из 6 петель. В высоту раппорт узора состоит из 8 рядов. На спице самым обычным классическим способом набора петель я набрала 14 петель. Это 2 раппорта по 6 петель, 12 петель, плюс 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны, 14 петель. И провязала один подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Первую кромочную петлю я снимаю всегда, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Итак, я провязала подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, которые вяжутся только один раз в начале вязания узора по схеме, и затем провязала первый лицевой ряд узора по схеме всеми лицевыми петлями от начала до конца. Перевернула работу на изнаночную сторону и провязала второй изнаночный ряд полностью всеми изнаночными петлями. И сейчас я нахожусь на лицевой стороне работы. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее на схеме идет лицевая петля, накид. Провязываем лицевую петлю. Делаем накид, который на схеме обозначен вот такой вот дугой. Далее идет обозначение 2 петель вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Циферка 2, а внизу скобка под этой цифрой. Мы должны вот эти 2 петли провязать вместе одной лицевой с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы не разворачиваете петли, сразу провязываете 2 вместе, вот так, за передние стенки одной лицевой петлей. Я же вяжу бабушкиным способом вязания. Правые стенки моих петель находятся за спицей, поэтому я должна поменять положение моих петель на классическое, так, чтобы их правые стенки оказались перед спицей. Для этого я по очереди переснимаю эти петли на правую спицу, заводя правую спицу сзади работы, слева направо за заднюю стенку петли. Завожу правую спицу сзади работы, слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Я пересняла на правую спицу 2 петли, развернув их при этом. Теперь правые стенки моих петель находятся перед спицей. Возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь тоже провязываю их 2 вместе одной лицевой петлей за передние стенки вот таким красивым наклоном вправо. Далее идет обозначение стрелка вниз. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном
влево. При классическом способе вязания вы должны развернуть эти 2 петли так, чтобы их правые стенки, которые... Чтобы развернуть эти 2 петли, мы по очереди переснимаем их на правую спицу, вводя правую спицу внутрь каждой петли. Затем возвращаем их на левую спицу, вводя левую спицу сзади работы, справа налево за заднюю стенку петли. Вводим левую спицу сзади работы, справа налево за заднюю стенку петли. Мы пересняли 2 петли на левую спицу, при этом развернули их. Теперь правые стенки лицевых петель находятся за спицей, как при бабушкином способе вязания. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. При бабушкином способе вязания, которым я вяжу, мы петли не разворачиваем, а сразу провязываем вместе одной лицевой петлей за задние стенки. То есть у меня правые стенки петель находятся уже сзади, как при бабушкином способе вязания петель, с наклоном влево. Далее идет накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. Мы провязали раппорт узора из 6 петель. После раппорта узора вешаем маркер. Раппорты узора будем разделять между собой маркерами, чтобы не запутаться. Провязываем следующий раппорт узора. Лицевая петля, накид, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю их сразу, не разворачивая, за задние стенки при бабушкином способе вязания с наклоном влево. Далее идет накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. У меня 2 раппорта всего. Если у вас есть еще раппорты, вешаете маркер после 2-го раппорта и начинаете провязывать 3-й раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе вправо, 2 влево, накид, лицевая. Вешаете маркер и затем начинаете провязывать очередной раппорт. Итак, все раппорты разделяем маркерами. В конце ряда последняя кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 3-й лицевой ряд работы. Работу разворачиваем на изнаночную сторону, провязываем 4-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями от начала ряда до конца, в том числе и накиды провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Итак, мы провязываем все четные ряды, накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Все четные ряды 2, 4, 6 и 8 схемы. Всеми изнаночными петлями, в том числе и накиды, переснимая маркеры. Накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Мы провязали накид изнаночной петлей тоже за переднюю стенку. Кромочная петля изнаночная бабушкина. Мы провязали 4-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и провязываем 5-й лицевой ряд. Справа налево. Точно так же он вяжется, как и 3-й ряд. Провязали 5-й лицевой ряд. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 6-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями, в том числе и накиды. Затем разворачиваем работу на лицевую сторону и провязываем 7-й лицевой ряд всеми лицевыми петлями. И провязываем 7-й лицевой ряд всеми лицевыми петлями полностью от начала до конца. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 8-й изнаночный ряд полностью изнаночными петлями. Затем начинаем повторять узор с 1 по 8 ряд.
То есть 9 ряд это уже как бы у нас первый ряд. Из 1 по 8 ряд повторяем высоту, узор столько раз, сколько требуется для полотна вашего. На этом у меня все. Надеюсь, объяснение было понятным, узор понравился. Вы свяжете какое-либо изделие себе или порадуете своих близких. А я желаю вам хорошего настроения. Благодарю за добрые комментарии, за лайки. Пока-пока.